Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 27 мая по 2 июня. Давайте узнаем, что же для вашего знака зодиака подскажут нам карты. Будем реалистами, конечно, любой прогноз о личной жизни каждого из вас не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какую-то подсказку вы для себя получите. Итак, что же нам поведают карты? И в нашем еженедельном прогнозе мы зададим традиционные вопросы. Что важно знать? Или какая сфера жизни для вас будет наиболее актуальна на неделе, как видят карты? Неожиданности? Или чего не избежать, с чем вы можете столкнуться? Чему сейчас не время? Какие энергии вам могут помешать? А что же будет вам помогать? Что скрыто? Дела, работа, бизнес. Смотрим тоже энергетику. Энергия денег, финансы. И личная жизнь. Старший аркан справедливость, что важно знать. И здесь у каждого по-своему. Безусловно, по аркану справедливость весы. Это закон причины и следствия. Назовите это закон кармы. И если мы сделали что-то раньше, прежде хорошо, то тогда мы можем получить поддержку. И не обязательно эта поддержка приходит руками того человека, которому мы помогали. Это может быть через других людей. Или наши добрые дела к нам возвращаются сторицей. Но если мы что-то сделали, ну так себе, мы тоже можем столкнуться с какой-то проблемой, которую придется решать в одиночку. Есть такой момент, поэтому будьте внимательны. Также карта еще и говорит на будущее. Вот эти два момента. Просчитай, не должно быть, или ты не должен, не должна себе создать какой-то период ограничений или каких-то реалий, которые всплывут через энное количество лет. Не нарушаем закон, безусловно, по этой карте, когда она выпадает, я говорю, даже улицу мы переходим в том месте, где нужно, а не там, где всегда. По этой карте у кого-то могут быть и вопросы, связанные с судами, и тогда мы должны заручиться знаниями. Может быть, обратиться к юристу, к адвокату и сделать что-то наверняка, как в отношении вас работает закон. И вообще по этой неделе мы законопослушные, вот в первую очередь. Хотя самые разные вопросы, потому что и жизнь у каждого из вас разная, или вы можете с ними столкнуться на этой неделе. У кого-то банально нужно оформить документ, написать его правильно, грамотно, по какой-то форме, которая принята. А для кого-то из вас может быть закрывать финансовые вопросы. И тоже через, ну, к примеру, декларацию подавать. И тоже вам нужно подать, чтобы это было все красиво и элегантно, и не было в последующем к вам вопросов. Вот у каждого по-своему. Закон причины и следствия. Помните об этом. Неожиданности. По тройке пентаклей это мы закончили какой-то прежний этап жизни или заканчиваем. И переходим на следующий. Нам трое показаны, которые вяжут светофор. И вот уже буквально последние нити. И он уже готов. И будет зеленый свет. Вы можете уже приступать к новому, к изучению нового. Или вы до этого искали работу, и на пороге как раз смена в вашей деятельности или какие-то новые возможности. Для кого-то буквально, мои дорогие, экзамен, если вы учитесь, может быть перенесен этот ведь в неожиданностях. Вы можете как и поступить на какие-то курсы, пойти обучаться, потому что поймете окончательно вот именно теперь, что знание сила мне это необходимо. Иначе, не имея знаний, я не могу быть самореализован или самореализоваться. И по этой карте может быть еще и другой момент, когда мы сдаем жизненный экзамен, завершаем какой-то жизненный этап, и он будет сопряжен с оформлением документов, изучением каких-то новых наук, или вам нужно будет определиться на этой неделе, но зеленый свет и большие возможности. Но здесь все должно быть по справедливости. Не должно быть наобум, не должно быть навось. Или, знаете, когда мы где-то на импульсе действуем и думаем, что потом мы как-то решим, что-то разберется. Нет, здесь больше нам карты говорят о выверенных и просчитанных действиях. Чему сейчас не время? Празднику. Ну, тут что-то очень важное у вас может стоять на этой неделе. И даже если нет каких-то
тем, допустим, с законом или с подзаконными актами, или с представителями власти, хотя по аркану справедливости у кого-то может быть и так, когда нет каких-то незакрытых гештальтов. Но все равно вот тут ориентир на изучение чего-то нового, подведение прежних итогов и вот на этот переходный период между прошлым и будущим. Значит, какое-то важное решение. Не время, если чему сейчас не время. Не время расслабляться, не время бездействовать, не время для веселья. Вот буквально так. А что вам помогает? Противоположной энергии. По чашам это когда нега, мы расслаблены. А вот что помогает, как раз карта Паш мечей. Девушка, взяв в руки книгу, проходит по тонкой жердочке над обрывом. И обратите внимание, знание силы буквально, потому что такой, как фонарики, лучи, лампочки, знание силы, знание свет вам действительно помогает изучение чего-то нового. Или когда вы определяетесь, что же вам изучать, в каком направлении вам двигаться. Или где мое место под солнцем. Тут, правда, вот эти весы или это душевное равновесие, ведь об этом тоже будет говорить карта, вам придется внутри себя удерживать, с людьми разными договариваться. Быть дипломатом – это основное качество весов, будем говорить. И об этом тоже где-то подсказывает карта. И тогда вам будет, с одной стороны, легче с чем-то определиться. Куда зовет ваша душа? Вот прочувствуйте. Или чем вам хочется заниматься. Или буквально, если для вас есть какой-то вопрос, тема, которая связана с согласованиями, может быть, и с юриспруденцией или оформлением важных документов, тогда вы тоже не можете сделать что-то наобум. Вы, к примеру, не можете подписать договор, его внимательно не изучив. Или согласиться на что-то, что в последующем для вас и будет какая-то обратка. Здесь четкие выверенные действия и знание того, чем вы занимаетесь. Видение каких-то своих перспектив. Тройка пентаклей про перспективы. Вот у вас должен быть, мои дорогие, вот все карты об этом. Либо вы составляете на этой неделе четкий тезис-план моих последующих действий. И при этом будете готовы что-то корректировать. Потому что дальше тоже это же изменения. Мы не знаем, с какими обстоятельствами мы встретимся наперед. И поэтому быть наготове, быть во всеоружие и что-либо корректировать, не настаивая на своем, а именно прислушиваясь к подсказкам души, с одной стороны. Подсказки души или интуиция все же это не совсем выхолощенные конструкции нашего ума, которые делают жизнь путанной. Тут должно быть что-то, чем вам нравится заниматься, понимаете? Нам ведь тут показаны, по сути дела, трое, которые вдохновились своим творчеством. Поэтому карта в неожиданностях и говорит, ты определись, что для тебя интересно. И это и будет твой новый, или новая ступень твоей жизни. Есть переход, есть, может быть, сдача жизненного экзамена. У кого-то это может проиграться, когда вы выбираете партнера. Почему нет? Ведь впереди аркан справедливость. Поэтому не обесточьте себя, мои дорогие рыбы и рыбки, на долгий период времени какими-то неправильными решениями. Что скрыто? Правда, не обесточьте себя неправильными решениями. Потому что вы можете, знаете, вот как-то на импульсе или подумать, я сейчас соглашусь, а дальше посмотрим, что будет. По колесу фортуны мы всегда можем допустить какую-то оплошность, потому что мы можем соскользнуть с этого колеса. Обратите внимание, девушка тоже опять же балансирует. Про баланс мы говорим по аркану справедливости, это где-то дипломатия. И когда мы не нарушаем закон, когда у нас все согласовано, определено, или назовите это еще и тезис-планом. По аркану то, что помогает Паш мечей, мы должны как будто вот над этой пропастью по жердочке, сохраняя равновесие, перешагнуть от прошлого к будущему. И дальше, что скрыто, какой-то период для вас турбулентности, увы, продолжается. И балансирует, как эта девушка, да, вам, может быть, придется балансировать на цыпочках на вращающемся колесе. Это что скрыто? По этой карте идут обстоятельства, которые выше вас, сильнее вас. Или обстоятельства вокруг. Это то, что вы еще можете на данный период времени, на эту неделю не видеть. А новости какие-то получите потом. Или тайное станет явным. Вот такой тоже может быть момент. И поэтому баланс держать придется. Но
собой не рисковать. Здесь не место риску. Иначе, если вы что-то не просчитаете, ну, тогда вы как отдаете, или просто вы ничего не делаете, мои дорогие. Это тоже можно воспринимать как подсказку. Вы отдаете на волю случая свою судьбу. А здесь нет, здесь нужно все контролировать, причем более сосредоточенно, чем когда-либо. Дела, работа, бизнес. Еще один Паша, это замечательно, потому что, конечно, у кого-то могут быть вопросы, связанные с детьми. Вы будете решать вопросы, может быть, куда даже вашего взрослого ребенка, куда он идет, например, учиться, или куда он идет работать. Потому что по этой карте Паж жезлов девушка прекрасная подкинула жезл вверх, и, обратите внимание, жезл описал круг. И нам говорят, какой-то этап уже закончился. И время приступать к изучению чего-то нового или брать новые направления, с чем-то определяться. А вверху у нас карта сдачи экзамена, и одна карта дополняет другую. Так вот, или вы решаете вопросы своих детей, но у вас два пажа, но и вы, мои дорогие рыбы и рыбки, для себя с чем-то определяетесь на этой неделе. И не должно быть каких-то розовых очков, не должно быть какой-то паузы. Вот что будет помогать от начала до конца? Действительно, когда вы, может быть, лучше подвергнете сомнению какой-то факт или услышанную информацию, даже человека какого-то, или как саму возможность. Но сомнение не для того, чтобы устроить там философию глубокую, а для того, чтобы вооружиться знаниями, найти недостающую информацию, проконсультироваться с адвокатом, юристом или узнать что-то конкретное, как работает это вообще, или какие возможности в последующем у меня будут, как я буду действовать. Тут надеяться нужно на самого себя. И у кого-то это все равно позитивный период, когда вы с чем-то определяетесь. И значит, четко понимаете, как я буду действовать дальше. Что по финансам? Есть определенные разочарования. И хоть нам говорят по тройке пентаклей, что у тебя сейчас достаточно прочная позиция, но в то же время по девятке мечей, может быть, у кого-то это будет связано с тем, что вы уже перешли на другую работу, или есть у вас какие-то крупные траты на эту неделю, или нужны деньги для проплаты чего-то, или как-то поменялась ситуация финансовая, и те деньги, которые вы получали из одного источника, они теперь источник иссяк, или что-то тоже меняется. Вот по девятке мечей нам говорят, да, если оно и было что-то, или приходит какая-то новость, или был у тебя проигрыш по финансам, смотри здраво на вещи, не закрывай глаза. Это карта буквально внутренних страхов, когда мы боимся, что у нас не будет денег, денег нам не хватит. А тут как раз все в ваших силах. Может быть, поэтому нам говорят, может быть, для вас, мои дорогие, все-таки меня смотрят разные люди из разных стран, у каждого своя ситуация. Может и такое проиграться, что вы по какому-то кредиту платите, потому что справедливость, да, вы не можете, закон причины и следствия, вы его уже взяли. И здесь вы ожидали одних денег, а получили какие-то другие. Но это не повод для того, чтобы буквально закрывать глаза. Тут у вас на пороге как раз продумать свою дальнейшую стратегию по части финансов тоже. Личная жизнь. Мы готовы к неожиданностям. Причем так, когда надеемся сами на себя. Пусть это личная жизнь, но жезлы чаще это дела, работа, бизнес, учеба, деньги, вот эти вопросы. Для кого-то из вас это может приехать человек, вот по части личной жизни, причем внезапно. Или вы решите куда-то внезапно отправиться, переехать, такое тоже может быть. Или есть взаимодействие с человеком, который на расстоянии. Но энергетика этой карты такова, когда нам сразу говорят, рыцарь жезлов, он готов к неожиданностям. Да, это импульс. Нас игра жизни завораживает по этой карте, и поэтому у каждого своя какая-то история в личной жизни. Но есть тот импульс, когда нам что-то хочется осуществить. Или взаимодействовать с конкретным человеком. Или куда-то поехать. Или вы дожидаетесь, когда к вам человек приедет. Но карта говорит, будь готов к неожиданностям. И будь готов решать чьи-то, возможно, вопросы, проблемы. Или включиться в решение таковых. И ты от этого где-то, не сможешь увильнуть. Или не сможешь, вот вам по аркану справедливости, не можешь
сказать, что я не знаю, или не будет у тебя какого-то маневра, поэтому прежде подумай, перед тем, как что-то начать, или на что-то согласиться, или отправиться в путь. Продумай и с собой не рискуй. Может быть, как раз вот эта информация и будет связана с тем, что у вас есть какие-то задумки, но насколько они жизнеспособны, насколько их можно адаптировать в нашей реальной жизни. Вам нужно определиться, потому что риск должен быть исключен. Тут нужно быть готовым, и вообще у вас две карты, пусть позиции скрыты, но по колесу фортуны это сама по себе карта неожиданностей и перемен. И если это происходит по старшему аркану, когда это извне, к нам приходят какие-то известия, новости, и мы должны с этим провзаимодействовать, тогда я бы сказала, будьте аккуратны, самому себе не добавить каких-то неожиданностей, неправильными решениями, действиями. Или выбрав не тот ориентир, не того человека, не то направление. От начала до конца будьте справедливы и честны сами с собой, мои дорогие рыбы и рыбки. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.